Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В Dune Awakening вы столкнетесь с тем, что вам нужно будет создавать последний шестой тир вещей, для которого вам потребуется сделать пластан. Сейчас вам все подробненько расскажу, что, где и как делать. Во-первых, вам понадобится средняя станция очистки химических веществ для переработки груды стравдия в удобоваримый вид для последующего использования. Средняя станция очистки руды, где мы берем переработанный стравдий и титановую руду, и на выходе получаем тот самый пластановый слиток. И для создания этих станков нам нужно будет заиметь сталь для станции очистки. С этим проблем быть у вас не будет, в принципе, и не должно. И дюралюминий для средней станции химических веществ. Если что, видос про дюралюминий висит в описании. Вроде бы все просто. Нафармить титановую руду и груду стравдия, но есть проблемки. Во-первых, нужен лучерез 5 уровня. Во-вторых, нужно отправиться в сердце пустыни. А для этого нам нужно покинуть стартовую локацию на орнитоптере. По поводу орнитоптера. Буду топить за то, чтобы вы использовали именно орнитоптер-разведчик, а не штурмовой, так как он быстрее. Плюс, я бы рекомендовал лететь на орнитоптере-разведчике из дюралюминия. Да, разведывательный вариант везет меньше, чем штурмовой при установке грузовых отсеков, но поверьте, эта скорость может вас спасти в случае чего. Ну и на первых этапах не берите с собой ничего лишнего, чтобы в случае вашей смерти от игрока не было так обидно. Берем с собой воды, лучерез и какой-нибудь сет 10 комбо. Я гоняю в алюминиевым, как-никак там у нас жарко, мои дорогие. И вот, вы, пролетев по карте мира влево и вверх, оказываетесь в сердце пустыни. Пока что вы еще в ПВЕ-зоне, но вам нужно лететь в сами пески, которые там вдалеке. И там уже ПВП-зона. Ваша задача — набрать высоту и лететь, планируя в ту сторону. Как увидите скалы, подлетаете к ним, проводите сканирование, ну или на глаз определяете, есть ли там титановая руда или груда стравдия. Выглядят они вот таким образом. Важный момент. Будет чуть-чуть математики. Для получения чистого стравдия нужно 2 единицы груды стравдия общим весом 1 единица. А для создания пластана нужен 1 переработанный стравдий и 6 единиц титановой руды, которая в сумме весит 5,4. Самый главный момент касательно выживания в этом месте, учитывая ПВП-зону. Не советую вам лететь на точке, где упал маленький корабль, с которого можно собрать чертежи. Не летать на сбор пряности. Не летать на большие обломки корабля. Там вас могут ждать, и при высадке случится то, что случилось со мной однажды. Ганг из 2 орнитоптеров ракетами, когда вы на земле. Ваша задача — просто найти титан и стравдий, собрать и свалить как можно быстрее, попутно никого не встретив. Если видите игрока на орнитоптере, разворачивайтесь, будьте в этом плане параноиком. Скалы, на которых есть то, что нам нужно, могут находиться как почти сразу у ПВЕ-зоны, так и на приличном расстоянии. Также может быть и так, что вы найдете место, где будет только один тип руды, к примеру, титана, как у меня было на записи, или только стравдия, как было у меня уже на стриме. Теперь путь домой. Возвращаемся в то место, откуда прилетели, и вы уходим на карту мира и возвращаемся. Но есть один момент. Вы можете поставить себе базу, скажем, в ПВЕ-зоне сердца пустыни, свозить все туда, там перерабатывать и уже сам пластан вести к себе на главную базу. Или же вообще найти местность, где находится стравдий и титан, и уже там построить базу и собирать это все, не бегая с лучерезом, а на баге. Но заранее поставить нужно будет улучшить лучерез на свою машину, чтобы оно могло добывать титан и стравдий. И уже после этого отвозить все к себе на основную базу. Перевести технику по частям, как и материалы для постройки базы, конечно, займет время, но вариант, как по мне, неплохой. Главное, будьте параноиком и считайте то, что все вас хотят ограбить и побить. Надеюсь, вам все стало понятно и проблем у вас не будет. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в песках.